Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о пустых ячейках психоматрицы, как они влияют на развитие человека и так ли это страшно. А перед тем, как начать углубляться в эту тему, предлагаю вам подписаться на мой канал, если вы, конечно, еще не подписаны. Здесь вы всегда найдете ответы на многие ваши вопросы, касающиеся науки о числах. Не забывайте ставить лайки, это же ваша благодарность за новые знания. Ну что же, начинаем. Когда мы рассчитали психоматрицу и увидели там некоторые пустые ячейки, первая мысль: и что мне теперь с этим делать? У меня нет чувства долга? Я совсем больной человек от рождения? Или у меня совсем нет памяти? Давайте поговорим подробно о каждой ячейке. И начнем с единицы. Конечно, у людей, которые родились в прошлом веке, такой проблемы, как отсутствие единицы или девятки, вообще не было. А вот что касается людей, которые родились после 2000 года, такая история присутствует. Может, во всяком случае, присутствовать. И что тут сказать? Да, это не очень есть хорошо, потому что единица – это ведь характер, это выражение себя, это воля. А тут всего этого нет. И что же получается? С самого рождения такой ребенок может жить чьим-то, вернее, чужим мнением. Так мама с папой сказали, так учительница сказала, а ребята сказали, что ничего плохого в этом нет. Или в более зрелом возрасте: как скажешь, дорогая, мне сказали, и я сделал. Одним словом, нет у человека стержня, нет своего мнения, нет воли, и так дальше. В этой ситуации очень хорошо, если в психоматрице вот такого человека присутствуют восьмерки, которые говорят о долге. Переход одной восьмерки в две единицы возможен, если человек будет честно работать, научится говорить «нет», не менять своих планов при первой же просьбе кого-то. Если же так случилось, что нет ни единиц, ни восьмерок, то тогда нужна только работа над собой. Нужно выработать характер, прислушиваться к себе. Если что-то, есть какая-то мысль в голове, надо подумать, а моя ли это мысль? Или мне ее кто-то навязал? А так ли я думаю действительно? Я сегодня обязательно попрошу слова на совещании и предложу свою идею. Только так можно вырабатывать характер. А теперь переходим к сектору с двойками. Если этот сектор пустой, а это энергия, это тоже не есть хорошо. Вы проснулись утром и уже устали. Вы постоянно нуждаетесь в энергетической подпитке и ищете, где бы ее взять. Такой человек обычно суетлив, он постоянно в поиске, при этом организм бережет энергию, не тратит ее по пустякам. Обычный рабочий график трудно выполним таким человеком. Он к концу рабочего дня как выжатый лимон. А как же можно наполниться энергией или восполнить ее? Вариантов множество. Спорт, какие-то энергетические практики, любимое увлечение, любимая работа, прогулки на природе, прогулки с любимой собакой, прогулки с любимым человеком. Кстати, о любимом человеке. Люди с пустым сектором энергии очень часто влюбляются. Девушка потанцевала с парнем, где-то на вечеринке, и она уже думает, что все, завтра он поведет ее в ЗАГС, и она мысленно уже покупает свадебное платье. А если еще у мужчины, вернее, у этого много двоек, то это уже какие-то будут зависимые отношения и никакой свободы. Поэтому, девушки, лучше занимайтесь спортом. Это будет восполнять вашу энергию, и вы при этом будете свободны в своем выборе. Скажу больше. Если у вас есть хоть одна четверка и нет двоек, и вы занимаетесь спортом, то четверка может перейти в две двойки, и в здоровом теле здоровый дух. Работать лучше там, где большой коллектив, и есть возможности подпитаться энергией, общаясь с коллективом, с коллегами по работе. Если ваш муж или жена с дефицитом энергии, не думайте, что это лень. Просто поделитесь своей, больше разговаривайте, выслушивайте, когда им хочется поговорить, больше прикасайтесь друг к другу, и так дальше. Словом, у вас, если нет двоек, но есть две и более единицы, то можно добиться всего в жизни, используя только характер. Но это еще одна тема для видео, сейчас не об этом. А мы переходим к тройкам. Тройки – это интерес.
Вот если троек нет, это значит, что у человека периодически нет интереса к саморазвитию, к стремлению к каким-то новым высотам. Да, говорят, что такой человек больше гуманитарий. Но так ли это? У наших современных детей, которые родились в 21 веке, с этим действительно проблема. Им ничего не интересно. Они сидят в своих гаджетах, мало общаются лично, больше в онлайне. Никаких тебе игр в резиночку, там, квача, казаков, разбойников, в которых мы когда-то играли. Они проходят квесты в компьютере, а не на свежем воздухе. Счастливы ли они? Не думаю. Ведь энергии у них много, двоек-то хватает, но они не расходуют ее по назначению. У них присутствуют какие-то страхи, они двояко относятся к чему-то. Ну вот, например, на вопрос «нравится ли это тебе?» отвечают «ну, я не знаю, может нравится, а может и нет». Какое же это счастье? Что посоветовать людям, у которых пустой сектор интереса? Научиться радоваться жизни, радоваться всему тому, что вас окружает. Гуляйте в парке, посещайте различные аттракционы, общайтесь с веселыми, жизнерадостными людьми. Вот, кстати, в этом году, да еще в марте месяце, родятся дети как минимум с 2 тройками, а это уже хорошо. Они точно будут счастливы, потому что будут уметь радоваться многим простым вещам. Так что планируйте детей, позаботьтесь о том, чтобы у них были тройки. Пустой сектор здоровья, то есть отсутствие четверок, абсолютно не говорит о том, что вы родились совершенно больным человеком. Просто вы должны об этом знать и стараться укреплять свой организм какими-то легкими видами спорта. Работу выбирать надо без чрезмерных физических нагрузок, и можно жить долго и счастливо, особо и не думая о том, что у вас нет четверок от рождения. Да, можете быть уверенными в том, что вы точно не агрессивный человек, которым может быть человек с большим количеством четверок. А мы переходим к сектору логика. Если этот сектор пустой, то это опять-таки не говорит о том, что все плохо. Человек с пустым сектором логика легкий и фантазер. Он выдумщик. Это больше гуманитарий. Он живет легко, редко планирует свой день, неделю. У такого человека есть и свои, извините, недостатки. Он иногда много делает чего-то не думая. Что-то, извините, еще раз ляпнул, не подумав. Написал какую-то шутку человеку, который плохо понимает эти шутки, тоже не подумал. Написал какой-то пост, не подумал. И что в итоге? А в итоге приходится жалеть о сказанном. Ведь слово «не воробей» улетит, не поймаешь. Особенно касается мужчин. Вот мой спич, скажем так, у которых нет пятерок. Ведь сектор логика входит в основные сектора семья и быт. Семья по горизонтали, быт по вертикали. Если у мужчины отсутствуют пятерки, то он может нафантазировать себе миллионы. Огромный дом на островах и яхту возле берега. Вот так фантазируя, он может, не просчитав риски, доверившись каким-то обещаниям, ввязаться в какую-то авантюру и лишиться всего, что было. Такому человеку нужно научиться планировать свои действия наперед, советоваться со знающими людьми, которые могут все проанализировать и просчитать, и прийти к правильному решению. Если у такого человека есть 2 и более девятки, то тут ситуация поправимая. Ведь именно девятки могут включить логику. Там все просто. Девятки – это память. Поэтому человек просто запоминает логическую цепочку каких-то действий, иногда неудачных, конечно, и в нужное время логическая память включится. Тогда человек помнит, что если пойдет этим путем, то он приведет к неудаче, а если этим, то я добьюсь успеха. Теперь поговорим о шестерках. Пустой сектор труд, а это про работу руками, может говорить о том, что человек больше может работать головой, а не руками. Это не про то, что он ленивый, ничего не хочет делать. Да, такое присутствует, но видит, если человек выгоду, он будет работать, а если выгоды не видит, он работать не хочет. Тут больше речь идет все-таки о гуманитарии, человеке искусства. Такие люди могут работать руками только тогда,
когда в голове у них появится какой-то образ. Ну, например, есть у такого человека там какой-то земельный участок. Вышел он во двор, посмотрел вокруг и в голове увидел образ красивой клумбы. Он долго ходил с этим образом в голове, но потом созрел, засучил рукава и приступил к воплощению в жизнь своего образа. Как это произошло? Все просто. У человека нет шестерок и есть семерки. Семерки – это про духовность. Пока он думал о красоте, о природе, включены были семерки. Как только он решил взяться за лопату, семерки перешли в шестерки, и у человека появилось желание работать. Какие минусы могут быть у человека с нулевым сектором труд? Он не умеет распоряжаться деньгами. А если при этом у него нет и пятерок, то это уж совсем плохо. Никаких накоплений такой человек сделать не может. Тут только один вариант – открыть счет на мужа или жену, у которых с отношением с деньгами все хорошо. О пустом секторе удачи мы уже немного поговорили, это о духовности. Нет там цифр, но и не надо. Это лишь говорит о том, что вы сами можете выбирать для себя любое направление духовного развития. Все думают, что если много семерок, то это очень удачливый человек. Но это не совсем так. Это может говорить и о том, что вас ведут по жизни, и вы должны следовать только тем путем, который вам указан. Шаг вправо, шаг влево – это дополнительная карма для отработки. Так что если этот сектор пустой, изучайте мир, развивайтесь, делайте свою жизнь гармоничной. Хотите, чтобы удача сопутствовала вам, совершайте бескорыстные поступки, и удача всегда будет с вами. Если пустой сектор долг, то есть у человека нет восьмерок, это говорит о том, что вы никому ничего не должны, и вы живете в свое удовольствие. Да, хорошая формулировка. А людям, которые находятся рядом с вами, как живется? Ну, это уже другая история. Давайте разберемся. Если нет восьмерок, значит могут быть проблемы с ответственностью перед другими, с терпимостью по отношению к другим. Такие люди стараются избегать всяческой ответственности, каких-то житейских сложностей, очень болезненно переживают неудачи. Они не обязательны, могут не выполнить обещания. Поэтому у них бывают проблемы и в профессии, и в личных отношениях. Они тщеславны, любят получать подарки, похвалу. Если говорить о работе, то добиться чего-то таким людям очень, конечно, сложно. Но, как всегда, есть палочка-выручалочка в виде единиц. Если у человека нет восьмерок, но 3 и больше единиц, то 2 единицы могут перейти в одну восьмерку и появится чувство долга и ответственности. Что произойдет? Немного ослабится характер, то есть упрямость, деспотизм, если единиц, конечно, много. И это будет способствовать более мягкому человеку в продвижении, будь то в работе или в личной жизни. Но всегда нужно помнить, что восьмерка может привлекать как достаток, богатство или славу, так и внезапные потери, несправедливые какие-то обвинения. Я уже много раз говорила, что у восьмерки как-то нет середины. Это либо густо, либо пусто. Ну и, наконец, если пустой сектор память. У людей, которые родились в прошлом веке, этот сектор не может быть пустым, как и сектор характера, об этом я уже говорила, хоть 1/9, да у них есть. Это больше касается людей, рожденных после 2000 года. Это сектор не о наличии или отсутствии ума. Это о возможности запоминать информацию с тем, чтобы потом добывать ее из, будем говорить современным языком, отложенных в архив файлов. Этот сектор также и о том, как человек может сочувствовать, сопереживать другому человеку, понимать, когда нужна ваша помощь, ваша поддержка, а когда не стоит этого делать. Иногда человек с пустым сектором память может просто навязываться другому человеку в тот момент, когда этому человеку и так плохо. И предложение «приходи ко мне, у нас будет классная компания, развеешься, и все пойдет своим чередом», может привести к разрыву даже отношений с этим человеком. Потому что человек без девятки не может включить логику и понять, что на самом деле нужно сейчас этому близкому вам человеку. Если есть пятерки, то тут дело опять-таки поправимо. Они при надобности перейдут девятки, человек найдет нужные слова или просто посидит, помолчит рядом. В любом случае, если нет девяток, нужно много читать, учить наизусть,
Можно начать с самого простого. Запоминать номера телефона, хотя бы близких людей, а не записывать их в телефон. Поверьте, придет такой момент, когда вам это очень даже пригодится. Но в любом случае нет хороших или плохих матриц. С любой матрицей можно и нужно работать, иначе как мы будем развиваться и изучать себя и этот мир? Я желаю вам не думать о том, что каких-то чисел нет в вашей матрице, а просто жить, работать над собой и быть счастливыми людьми. Всего вам доброго. До следующей встречи.